Эй, здравствуй, мой юный друг! С тобой канал Шведомет, и сегодня мы поговорим о предстоящем обновлении 0.18.0 в игре Калибр. Давай посмотрим. Обновление 0.18.0 будет более значительным. Изменения затронут экономику оперативников, навыки, задания и многое другое. Уже сейчас разработчики понемногу рассказывают про будущие изменения, так чтобы к выходу версии вы были в курсе всех нововведений. Итак, материалы пропадут из игры, они больше не будут нужны для улучшения оперативников и изучения навыков. Каждый материал в Калибре имел свою условную стоимость в кредитах, поэтому они заменят все материалы, которые были у игроков, на кредиты по курсу, указанному в таблице. Развитие оперативников станет более понятным. Будет исключен фактор случайности, при котором порой приходилось дожидаться необходимого ресурса из контейнера. В версии 0.18.0 также переработана система развития оперативников. Об этом обязательно обещают рассказать позднее. Все неоткрытые контейнеры с материалами также будут удалены, однако за них будет положена компенсация, объем которой будет зависеть от количества и редкости материалов в контейнере. Выбор за игроками – открыть и попытаться получить более редкие материалы, а значит и больше кредитов, или же получить фиксированную сумму в качестве компенсации. Также в версии 0.18.0 большинство оперативников станут доступными за кредиты. Это касается всех бойцов, кроме самых последних. Их можно получить в качестве награды в новых боевых пропусках. После выхода обновления 0.18.0 за кредиты будут доступны все коллекции до АМФ включительно. Кстати, приобрести новых оперативников за кредиты можно будет спустя несколько месяцев после старта боевого пропуска или с выходом следующего. Еженедельная ротация в игре сохранится. Теперь в нее будут попадать самые дорогие оперативники, на покупку которых будет действовать скидка. Оперативники и их развитие будут обходиться дороже, но при этом и доход игроков в кредитах вырастет. Собрать необходимую сумму на самого дорогого бойца получится даже быстрее. Также в новой версии обновления резервы станут бесплатными. Это касается только боевых резервов. Командные резервы, как и раньше, можно будет получить в качестве награды за будущие боевые пропуска или другие активности в игре. Резерв адреналин пропадет из игры, запас адреналина станет балансовым параметром оперативника. Большой базовый запас по-прежнему будет характерен для медиков, увеличить его можно будет с помощью навыков. Как и раньше, в игре будут два слота под резервы, в каждом из них можно выбрать один из двух резервов. В обновлении 0.18.0 количество боевых резервов, используемых в бою, будет привязано к объему слота оперативников. Например, у одного оперативника будет больше резервов в первом слоте, а у другого во втором. Увеличить объем слотов, а значит и количество резервов, можно будет с помощью прокачки и изучения соответствующих навыков. Модули прокачки, увеличивающие объем слотов резервов у оперативников в 0.18.0, указаны на картиночке. Все траты на резервы будут перераспределены в новой экономике, в том числе с учетом объема слотов разных оперативников. Механика резервов станет удобнее, игрокам больше не нужно будет заниматься лишним менеджментом базовых ресурсов. У всех игроков будут резервы перед вступлением в бой. Также излишки боевых резервов на аккаунт игроков пропадут и будут компенсированы в кредитах. Командные резервы останутся без изменений. Прокачка оперативников в обновлении 0.18.0 будет нелинейной. Игроку можно будет выбирать одно из нескольких улучшений. Навыки не будут больше изучаться отдельно, они станут привязаны к прокачке бойцов. Появится система престижа, которая позволит заново прокачивать любимого оперативника, показывать уровень престижа окружающим и зарабатывать больше свободного опыта. Структура прогрессии будет нелинейной. В некоторых случаях после получения нового уровня оперативника вам будет открываться выбор из нескольких улучшений. Всего уровней у каждого бойца будет 15. Вместо рангов оперативников элита и мастер появится престиж. Если вам захочется изменить заранее выбранные улучшения на одном из уровней, вы сможете это сделать в любой момент. Для этого нужно будет использовать специальную валюту – инструкцию. Зарабатывать уровень престижа для этого не обязательно. Одна инструкция позволяет изменить одно улучшение. Получить инструкцию будет можно за выполнение последнего этапа еженедельного задания или за участие во внутриигровых событиях. С выходом обновления все игроки бесплатно получат по 15 инструкций. Также мастер камуфляжа теперь переместятся в раздел «Исторические». Их можно будет купить в любой момент в меню персонализации за кредиты. Открытие и прокачка навыков будут привязаны к прогрессу оперативников. Таким образом, чтобы получить один из навыков для всех бойцов, нужно прокачать личный навык у того оперативника, к которому он привязан.
Кстати, у каждого оперативника будет уникальный личный навык. Чтобы получить все навыки в игре, нужно изучить их у всех оперативников. Если вы успели исследовать навык до 0.18.0, то с выходом обновления он у вас останется в максимальной прокачке. Кроме того, все линейные навыки приобретенных оперативников станут вам доступны с выходом обновления, даже если вы их ранее не изучали. Их уровень будет зависеть от прокачки оперативника. Навыки больше не будут привязаны к классам. К примеру, вы сможете использовать плотное прилегание для медиков и бойцов поддержки. Раньше этот навык был доступен только для штурмовиков и снайперов. Каждый навык будет иметь 3 уровня прокачки. Чем выше у навыка будет уровень, тем больше пользы он будет приносить. Прокачивается навык у того оперативника, к которому он изначально привязан. Слоты навыков будут тоже встроены в прокачку оперов. Доступ к ним будет открываться постепенно, на 3, 7, 11 и 15 уровнях. Раздел «Навыки» изменится. В нем можно будет узнать о доступных навыках и уровнях, а также о том, как получить остальные навыки. Так как развитие навыков будет зависеть от прокачки оперативников, инструкторы больше не будут нужны. Они пропадут с аккаунтов игроков, компенсация будет начислена в монетах по курсу, указанному на картинке. Как только оперативник достигнет 15 уровня, игрок сможет сбросить прогресс и повысить уровень престижа. В этом случае тратить инструкцию для сброса прогресса не нужно. Что будет после сброса, спросишь ты? Уровень личного навыка оперативника сохранится. Все улучшения и модули становятся неизученными или неоткрытыми. Теперь уровень оперативника становится равен 0. После выхода обновления ваши прокачанные оперативники изначально будут иметь уровень престижа. Он будет зависеть от количества опыта, которое вы заработали на оперативнике за все время игры на нем. Показатель этот скрыт для игроков, но он есть. Узнать уровень престижа вы сможете с выходом обновления. Уровень престижа у бойцов появится только в том случае, если вы заработали на нем необходимое количество опыта. Количество уровней престижа будет неограниченным. Каждый новый уровень увеличивает бонус к получаемому свободному опыту. Этот бонус будет сочетаться с премиумом. В будущем список наград может быть расширен. Свободный опыт – это валюта, которая позволяет моментально прокачать уровень оперативника. Если ты смотришь это видео, не забудь написать свой комментарий о том, что ты думаешь по поводу нового обновления. Обязательно прожми свой королевский лайк. В обновлении 0.18.0 все наборы свободного опыта будут автоматически открыты и переведены в свободный опыт аккаунта. При этом покупать наборы свободного опыта не нужно. Зарабатывать свободный опыт можно будет за игру на оперативнике 15 уровня. Сумма получаемого свободного опыта будет увеличиваться с повышением уровня престижа этого оперативника. Прокачка оперативников с помощью свободного опыта будет происходить за монеты или фрагменты. Разработчики хотят повысить число игроков, которые собственноручно прошли с бойцом от 1 уровня до престижа. Свободный опыт не будет больше продаваться. Да, его можно будет заработать только в бою. Из клиента игры пропадет витрина ускорения прогресса. Свободный опыт больше не будет выдаваться за медали. Кстати, в предстоящем обновлении 0.18.0 появится возможность тестировать оперативника до их покупки. Для теста будет доступен только лишь режим тренировка. А во время теста оперативник будет 15 уровня со стандартным списком улучшений. Этот список улучшений можно увидеть на странице каждого оперативника. Тестировать оперативников в тренировке можно вместе с другими игроками. Для этого вы должны быть в одной группе. Также в будущем обновлении изменятся ежедневные и еженедельные задания. Появятся новые задания с обучением для новичков, заказные с большой наградой и премиум задачи для владельцев премиум аккаунта. В 0.18.0 награда за задание станет главным источником заработка кредитов. Количество заданий увеличится. За выполнение каждого из них полагается награда. В качестве награды за бой теперь будет выдаваться только опыт. Для постоянного заработка кредитов появится отдельное задание «Боевые выплаты». Суть его проста. Зарабатывайте опыт в боях, получаете за это кредиты. Разработчики также хотят, чтобы доход игроков в кредитах за выполнение заданий вырос примерно в 2 раза. Для новых игроков будут добавлены обучающие задания. Они помогут освоить основные механизмы калибра и механики, соответственно, тоже заработать кредиты и получить несколько первых оперативников в свою коллекцию. Задание «Боевые выплаты» выполняется, пока вы просто играете. За каждые 2000 опыта, который вы заработаете в боях, можно получить 500 кредитов. Начать зарабатывать боевые выплаты можно с достижением 2 уровня
аккаунта. Награду не обязательно, кстати, забирать сразу. Кредиты, которые полагаются за накопленный опыт, будут суммироваться. Вы сможете забрать их в меню заданий тогда, когда вам это будет нужно. Ежедневные задания будут делиться на этапы. Каждый этап будет включать в себя свои небольшие задания. Доступ к ежедневным заданиям открывается на 3-м уровне аккаунта. Главное про ежедневные задания. Список ежедневных заданий будет обновляться каждый день в 10 утра по Москве. Прогресс частично выполненных заданий сохраняться не будет. Этапы располагаются в порядке повышения сложности. Чтобы перейти на следующий этап, нужно выполнить определенное число задач предыдущего. За прохождение каждого этапа будет выдаваться награда в кредитах. Этапы открываются последовательно. Если вы перешли на новый этап, но остались невыполненные задания на прошлом, доступ к ним будет открыт. Вы сможете выполнить их и получить награду. У большинства заданий будет альтернативный способ прохождения. Пример: восстановите, например, 1000 здоровья союзникам или нанесите 10 000 урона. Если ни одна из предложенных целей задания вам не нравится, вы можете его сменить на другое. Для этого нужно будет потратить немного кредитов. И по поводу прем-задач, кстати. Ты любишь премиум покупать в играх? Напиши обязательно в комментариях. Премиум-задачи будут входить в состав ежедневных заданий и обновляться каждый день. Премиальные задачи для перехода на следующий этап выполнять не обязательно, но они идут в зачет для открытия следующего этапа. Доступ к ним откроется для игроков с активным премиум-аккаунтом. В ежедневных заданиях... Кого? В еженедельных, конечно. В еженедельных заданиях, как и раньше, будет 3 этапа. Для прохождения каждого этапа нужно выполнить по 10 заданий. Все 30 заданий будут доступны для выполнения сразу, и игроки смогут выбрать порядок выполнения заданий. Доступ к еженедельным заданиям открывается на 12 уровне аккаунта. За выполнение каждого этапа игрока ждет награда в виде 30 000 кредитов, а за выполнение последнего 30 000 кредитов и одна инструкция, которая позволяет изменить одно улучшение оперативника. Заказные задания можно открыть за монеты. За выполнение каждого такого задания в награду игрок получит много кредитов. Хозяин, мне нужно больше золота. Заказные задания будут обновляться, кстати, каждый день. Взять заказное задание можно, начиная с 15 уровня аккаунта. И опять же, да, я тебя спрашивал чуть выше про прем. Список бонусов, которые приносят легендарные образы и прем-аккаунт, немного изменится. Однако суть останется прежней. Легендарные образы и премиум-аккаунт будут увеличивать количество получаемого опыта в боях, а значит помогут быстрее тебе разобраться в выполнении заданий боевые выплаты. Также система бустеров будет значительно переработана. В игре будет 2 бустера опыта – обычный и усиленный. Каждый такой бустер будет иметь свою шкалу емкости и тратиться постепенно. Бустер теперь будет срабатывать не только в случае победы, но и при поражении. Теперь в игре будет 2 типа бустеров, которые обладают емкостью в 20 000 единиц. После каждого использования объем бустера будет уменьшаться. Когда бустер принесет игроку 20 000 дополнительного опыта, он будет считаться пустым и пропадет. Что дает бустер, спросишь ты? Дает 100% базового опыта оперативнику за бои до тех пор, пока не будет исчерпана его емкость. Усиленный бустер дает 200% базового опыта оперативнику за бои до тех пор, пока не будет исчерпана его емкость. Обновленные бустеры опыта будут выполнять сразу 2 функции: увеличивать получаемый оперативником опыт и заработок кредитов за счет ускоренного прохождения задания «Боевые выплаты». Рядом с кнопкой «В бой» теперь будет расположено окно выбора бустеров. В нем можно выбрать желаемый бустер. Если вы не хотите тратить заряды бустеров в следующем бою, то из окна его нужно убрать. В этом же окне можно будет выбрать автоматическую активацию бустеров. Эта функция нужна для экономии времени, когда один бустер закончился, и на его месте сразу будет оказываться, соответственно, следующий бустер. Все бустеры кредитов и опыта на аккаунтах игроков будут переведены в обновленные бустеры опыта. Ну, например, вот тебе пример конвертации. Да что ж такое-то? Конвертации. У игроков 100 бустеров кредитов и 100 бустеров опыта. Общее число бустеров делится на 7 с округлением в большую сторону. 200 разделить на 7 сколько? 29. В обновлении 0.18.0 у игрока будет 29 обновленных бустеров опыта. Если у игрока до версии 0.18.0 останется в сумме меньше 7 бустеров, конечно, но больше 0, то он получит 1 обновленный бустер опыта.
Это было небольшое краткое описание обновлений, которое мы ждем в обновлении 0.18.0 в игре Калибр. Если тебе понравилось это видео, не забудь, пожалуйста, прожать свой лайк, написать комментарий под видео и, конечно же, подписаться на канал. Всем огромное спасибо, что посмотрели до конца. С вами был канал Шведомет. До скорых встреч. Пока.